луковые колечки не забыл? Взял. А наггетсы взял? Взял. А фисташки? А ты пиво не забыл? Не оскорбляй меня! Очень многое зависит от череды случайностей. И как бы ты, Рон, не планировал свои действия, они редко предсказуемо приводят к поражению. Поэтому я не могу тебя винить за то, что фисташки ты забыл на кассе. Да блин, ну сколько можно? Да задолбал ты уже с этими фисташками. Уверен, ты это не планировал. Хотя, твое поражение и было предопределено судьбой. Потому что ты растяпа. Но для нас-то простых смертных. Это была всего лишь случайность, да? Предопределено или случайность? Ты уж определись. С того момента, как ты начал пить, все стало предопределено. Вообще-то, идти за пивом была твоя идея и твой дурацкий магазин. Во-первых, не перекладывай всю вину на меня, это нечестно. Я лишь предложил, ты согласился. И фисташки там забыл тоже ты. А во-вторых, разве вообще идея сходить за пивом может быть злонамеренной? Это вообще произошло как-то непредумышленно. Можно сказать, случайное стечение обстоятельств. Твоя идея сходить за пивом — это случайность, а мое согласие — это судьба? Писец ты сложный. Твоя изворотливость тянет на тайный замысел. Специально отвлекал меня на кассе. У тебя не возникает разве сильного желания болтать? Делиться своими эмоциями, когда внезапно накрывают позитивные события? Поделиться с кем-то своей удачей за кружкой пива? К пиву это не имеет никакого отношения. Имеет. Сейчас формулирую. Наученный горьким опытом, я больше не делюсь своими успехами с людьми, пребывающими в плохом настроении. Это чревато всевозможными неприятностями. В какой-то момент, Ром, я осознал очень простую истину. Люди не пьют пиво в плохом настроении. Кстати, да. И это навело меня на довольно простое и элегантное решение. Если предлагать попить пивка, люди с плохим настроением всегда отказываются от предложения. Фильтр недовольных работает безотказно. Угу. Тут главное не пережать с количеством. Когда человек находится в состоянии глубокого хорошего настроения, трезвых это бесит. Обе стороны страдают. Возникает стена непонимания двух противоположностей. Этим слишком весело, тем от этого слишком грустно. Угу. Начинаются конфликты, проблемы с законом. Закон-то пишут для трезвых, поэтому нации так тяжело соблюдать правила и законы, которые, по ее мнению, написаны в очень плохом настроении. И что ты предлагаешь? Принудительно отправлять за пиво всех законотворцев? Чтобы те под пивко разрушали в барах стены непонимания? Нет, я ни в коем случае не призываю законотворцев злонамеренно совершать крестовые походы за пивом. Пиво очень легкомысленный напиток, а непредумышленное принятие закона в состоянии глубокого хорошего настроения может носить такой вред. Людям, общее настроение которых не зависит от количества выпитого пива. Или нанести вред людям, у которых оно уже было испорчено. И не стоит забывать интересы меньшинств.
Ты как сидишь, как станок, ты жри. Ты сидишь как реально, как статуя. Это кошмар. Что? Я имею в виду людей, которые не ходят за пивом вообще. По религиозным или еще там каким-то убеждениям. Ладно. Признай факт того, что они существуют. И мы не имеем морального права отгораживаться от них пустыми бутылками. А ты помнишь, что ты наговорил тем трезвенникам? Толерантность не твой конек. Каким трезвенником? Что, паковали нас в УАЗик? И им тоже. Уверяю тебя, мои реплики не содержали желания кого-то оскорбить. Во всяком случае, мне так казалось. Но реакция последовала незамедлительно. Ну и зачем тебе эта дубина? На упасет прими. Как будто этим можно кого-то оскорбить. Дай плевать. Люди с ограниченным чувством юмора все равно на наших встречах не задерживались. Ну, чё ты удивляешься-то? Всех с чувством юмора и задержали. Занятный каламбур. Ну, кстати, задержали нас тогда определенно люди без чувства юмора. Потому что кто-то слишком любит пиво. Нет, дружочек, ты не прав. Я не люблю пиво. Я люблю людей с хорошим настроением. Ты меньше пей, и их будет больше. Кстати, фисташки я забрал. Но ты балбес, то есть ты глумился все это время? Давай сюда. Ты бы видел свою рожу. Оно того стоило. Фактически, ты украл мои фисташки. Виновен по всем пунктам. Фисташки я не крал, а лишь одолжил. Это ж сколько выдержки надо иметь? Столько времени мариновать эти фисташки. Маньяк. Фисташки — это блюдо, которое подают холодным. Это ж ты за что так мстил-то? Было бы за что, я бы оставил их на кассе. Это ж маньяк. Ты повторяешься. Да у меня реально слов нет. Но сегодня все должно пройти без инцидентов. Ну посмотрим, еще не вечер. Молодые люди. Здесь запрещено употреблять. Да, но у нас проблемы.